Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным. Парить, как птица в небе. Ощущать мир и искреннюю радость в сердце. И встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново. Последний становится первым. Когда его огонь наполняет тебя, ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля – принести свободу во все сферы нашей жизни. Мы благословляем Твое имя, Иисус. Мы славим Твое имя, Иисус. Ты, Господь, господствующий. Спасибо, Иисус. And everyone said, И все сказали: Amen. Okay. Thank you, worship team. спасибо, команда поклонения. Good job. Молодцы. Okay, you may be seated. Садитесь, пожалуйста. Oh, I feel like we could worship for days. Я чувствую, что мы могли бы так целыми днями поклоняться. Amen. Аминь. I would love to worship for days. Я с удовольствием бы поклонялась целыми днями. That's my job in Kansas City. И это моя работа в Канзас-Сити. I think it's the best job in the world, personally. Я лично думаю, что это самая лучшая работа в мире. So, how is everyone doing tonight? Ну и как у вас дела сегодня? Хорошо? Но русские люди сказать: слава Богу. Аминь. Okay. So, how many people were here last night? Скажите, кто из вас был здесь вчера вечером? Okay, most of you. Большинство. Good. So I won't explain too much about myself then. Хорошо, тогда мне не придется много рассказывать о себе. But I do want to tell you a little story. Но я хочу рассказать вам одну небольшую историю. I might knock this microphone over. It's okay. So when I was in college several years ago, Несколько лет назад, когда я училась в колледже, I wanted to do ministry. я хотела заниматься служением. And I was in Bible college. И я была в библейском колледже. And I was maybe 20 or 21 years old. Мне было 20 или 21 год. And towards the end of my Bible college time, И к концу, к окончанию учебы в колледже, maybe when I was 22, мне было, наверное, 22 года тогда. I was working very hard in school. Я очень усердно трудилась в школе, то есть в колледже.
And I was working 2 jobs И- to make money to pay for school. Я работала на 2 работах, чтобы оплатить этот колледж. I was leading 2 ministries, При этом я была лидером 2 служений and I was playing sports. и занималась спортом. And I still spent time with my family. И при этом я проводила время со своей семьей. So I was very busy and tired. Я была очень уставшая, очень занятая и очень уставшая. Maybe I only slept 4 hours a night Я usually. спала тогда, наверное, по 4 часа всего за ночь. And by the time I was close to finishing Bible college, I was ready to quit ministry. И к тому времени, когда я заканчивала библейский колледж, я уже готова была бросить служение. And I was only 22. И мне было всего 22 года. And I thought, I can't do this. I have no strength. Я думала, я не могу это делать, у меня нет сил. And I was in chapel one morning in the Bible college, in И the однажды- service that we had. И однажды я была на служении в библейском колледже, там, у нас на собрании. And one of the teachers was speaking about a poem that he read. И один из преподавателей рассказывал о стихотворении, которое он читал. And this poem was about evangelism. И это было стихотворение про евангелизм. But in the poem, the person was saying that the knowledge of God was like a big temple. Человек в этом стихе говорил, что познание Бога – это как большой храм. And that some people go deep into the temple and hide away inside. И что некоторые люди заходят в глубину этого храма и прячутся. And Внутри. some sit and study deep inside the temple the knowledge of God. А другие садятся и изучают, приобретают познание Бога в этом храме. But this poet said, for me, I want to stand at the door of the temple. Но поэт сказал, но я вот лично хочу стоять в дверях этого храма. And I want to invite people in. Я хочу приглашать людей, чтобы они заходили. And this minister was saying, I want to stand not deep inside the knowledge of God, but on the door. И этот служитель сказал, я не хочу в глубине прятаться, в глубине познания Божьего, я хочу стоять у дверей, And I want to invite people in. чтобы приглашать людей внутрь. And I began to feel this struggle in my heart И я почувствовала такую борьбу в своем сердце, because I wanted to reach out to people and minister. потому что я хотела идти к людям и служить им. I wanted to evangelize and preach. Я хотела евангелизировать и проповедовать. And so for me, that was standing at the door, inviting people in. И для меня это было стояние у двери, приглашение людей войти. And many times when you're so busy with ministry, you don't have time to spend with God and deepen the knowledge of God. И часто бывает, что когда вы так заняты служением, у вас не хватает времени проводить время в глубине, в познании Божьего. But I felt this desire in my heart that I want to go deep in the knowledge of God. Но я чувствовала это желание в своем сердце, что я хочу пойти в глубину познания Божьего. And not only know Him with my thoughts, but know Him with my heart. И не только знать Его своими мыслями, но знать Его всем своим сердцем. And so I began to ask God, how do I do this? И я стала спрашивать Бога, как же мне это сделать? I really want to know you more, Я очень хочу познавать Тебя больше, but I'm so tired and I'm working so hard. но я так устала, я так много работаю. And soon after that, the Lord took me to IHOP in Kansas City. И вскоре после этого Господь повел меня в IHOP в Канзас-Сити. And for about 3 years, I mostly prayed and read the Bible and worshiped. И около 3 лет я в основном проводила свое время, читая Библию и молясь и поклоняясь. I did some ministry, Я занималась каким-то служением, but mostly I was spending time with God. но в основном я просто проводила время с Богом. And during this time, the Lord began to change my heart and my thoughts. И за это время Бог стал изменять мое сердце и мои мысли. And one thing that I learned during this time И то, что я узнала за это время, чему я научилась, is about the first commandment. одна такая вещь, это первая заповедь. So turn to Matthew 22,
Matthew chapter 22, verse 36. Откройте Матфея 22:36. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия же есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. So this man asked Jesus a question. Один человек задал Иисусу вопрос: What is the greatest commandment in the law? какая наибольшая заповедь в законе? I can imagine if Jesus was sitting here, I would want to ask him a question like that. Я могла бы представить себе, если бы Иисус сидел здесь, я бы задала ему такой же вопрос. It's just amazing that they had Jesus sitting there and they could ask him questions right sitting there. Удивительно, что Иисус просто сидел там с ними, и они могли задавать ему вопросы, какие хотели. And Jesus said, the first commandment is this: love God with all your heart. И Иисус сказал: вот первая заповедь, возлюби Бога всем своим сердцем. And the second is similar: А вторая подобна ей: love your neighbor as yourself. возлюби ближнего как самого себя. And I realized that the Lord gave the first commandment first for a reason. И я осознала, что Господь поставил первую заповедь именно первой по определенной причине. Because it should be first in our lives. Потому что это должно стоять на первом месте в нашей жизни. If I first focus on my relationship with God, Если я в первую очередь концентрируюсь на моих взаимоотношениях с Богом, then everything else in my life will line up under that. то все остальное в моей жизни подстроится под этим порядком. And then after I am filled with God's love, И после того, как я буду наполнена Божьей любовью, I can love people well. я стану хорошо любить людей. So if I have the first commandment first, then I can do the second То есть, commandment если well. я выполню первую заповедь как следует, то и вторую я тоже смогу выполнить. Понятно? Понятно? Okay. So I began to ask God, how do I do this in my life? И я стала спрашивать Бога, как же мне сделать это в своей жизни? And one thing that the Lord has taught me through the years И то, что Господь показал мне через эти годы, is that I cannot love people well if I don't love myself well. что я не могу правильно любить людей, если я правильно не люблю себя. And many people struggle with hating themselves. И многие люди борются с ненавистью к самим себе. And you would never say that, or I would never say that. И они никогда не говорят это вслух, и я бы никогда не сказала это вслух. But in truth, many times we walk up to the mirror in the bathroom. Но по правде мы так часто подходим к зеркалу у себя дома. We see the mirror and we think, I don't like myself. Мы смотримся в зеркало и говорим: я себе не нравлюсь. I don't like this, I don't like Мне не that. нравится то, мне не нравится это. Or when we do something wrong, we tell ourselves, you'll never get it right, you'll never do it right. Или когда мы делаем что-то не так, мы говорим сами себе: у тебя никогда это не получится, ты никогда это не сможешь сделать. And the reason why we do this is because we don't understand God correctly. И причина, почему мы так делаем, потому что мы правильно не понимаем Бога. We think about ourselves the way that we think God thinks about us. Мы думаем о себе так, как мы думаем, что Бог о нас думает. So if we think God is angry with us, then we will be angry with ourselves. И если мы думаем, что Бог сердится на нас, то и мы будем сердиться сами на себя. And if we're angry with ourselves, then we will be angry with other people. А если мы будем сердиться на себя, то будем сердиться на окружающих людей. Because Jesus said, love your neighbor as yourself. Потому что Иисус сказал: возлюби ближнего своего как самого себя.
So if you hate yourself, you're going to hate your neighbor. А если ты ненавидишь себя, то будешь ненавидеть и ближнего. And so the Lord takes us through a process of getting healing in our hearts И Господь проводит нас через процесс исцеления в наших сердцах. and learning how to see ourselves the way God sees us Мы учимся видеть себя так, как Бог видит нас. and learning how to see God correctly in the truth of the Bible. И мы учимся, как видеть Бога правильно в свете Библии. Does that make sense? Это понятно? Okay. So there are many different characteristics of God. Итак, есть много различных характеристик Бога. We know God is a father, Мы знаем, что Бог — это Отец, He's a lover, Он He's a bridegroom. любящий, жених, He is a friend, Он друг, He's a brother, Он брат, He is holy, Он свят, He's just, Он справедлив, He's merciful, Он милостив, He's loving. Он любящий. And many times we can't see all of these characteristics of God at the same time. И часто мы не можем увидеть все эти характеристики Бога одновременно. Sometimes we can only see certain characteristics at certain times. Иногда мы видим только некоторые характеристики на некоторое время. But God many times will take us through a journey in our lives to show us a certain part of Himself. Но Бог часто проводит нас в жизни по определенному пути, чтобы показать нам определенную часть себя. So tonight I'm talking about closeness with God. Сегодня я говорю о близости с Богом. And I want to talk about 3 ways that we know God closely. И я хочу поговорить о 3 способах, как мы познаем Бога ближе, близко. So the first way is we want to know God as our Father. Первый путь – это мы познаем Бога как Отца. And this is one of my favorite ways to know God. И это один из самых любимых моих путей, способов познания Бога. And everywhere I go, I teach on God's heart as a father. И везде, куда я еду, я учу о Божьем сердце, сердце Отца. And when God created Adam in the garden, Когда Бог сотворил Адама в саду, He made Adam and Eve in His image. Он сотворил Адама и Еву по своему образу. So He designed Adam and Eve to reveal God to their children. Он сотворил их так, чтобы они могли открывать Бога своим детям. But when sin came in, Но когда пришел грех, it changed the image of God, made it a bad image. Он изменил образ Божий, и это стал плохой образ. So the image of God in man became a bad image. И образ Божий в человеке стал плохим образом. And so where man used to be perfect before sin, Когда человек был совершенен до грехопадения, now man had anger, they killed each other, they did bad things. а после этого они стали гневаться, стали убивать друг друга и делать всякие другие плохие вещи. And so this was what they were showing their children. И именно это они стали показывать своим детям. And it says in Romans chapter 1, И написано в Римлянам 1 главе, I think it's verse 23, I think, наверное, это 23 стих, that men changed the image of God into the image of man. написано, что люди извратили, то есть изменили образ Божий в образ человеческий. And in that passage it's speaking specifically about homosexuality. И вот в этом именно отрывке говорится о гомосексуализме. And it's saying that is the result, one of the end results of the distortion of the image of God. И там говорится, что это один из конечных результатов того, как человек извратил образ Божий. But we Но know there's hope мы знаем, что есть надежда, because Jesus came, потому что Иисус пришел. and in John 14, what did He say? И в Иоанна 14 главе что Он сказал? Let's go there real quick. Давайте откроем это место. Jesus was with His disciples, Иисус был со своими учениками. and in verse 8, В стихе 8
Philip said, Lord, show us the Father. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца. And then in verse 9, this is what Jesus said. И в 9 стихе вот что сказал Иисус. You can read 9 through 11 there. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». So Jesus said, I came to reveal the Father to you. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы открыть вам Отца». And we know that Jesus was a human being. И мы знаем, что Иисус был человеческим существом. He was also God, but he was also human. Он был Богом, но в то же время и человеком. And God tells us in Romans that Jesus was the second Adam. И в Римлянам написано, что Христос был вторым Адамом. And he came to restore what happened with the first Adam. И Он пришел, чтобы восстановить то, что произошло с первым Адамом. So Jesus came to restore the image of God in a human body. Итак, Иисус пришел, чтобы восстановить образ Божий в человеческом теле. And he rightly restored what God is supposed to look like. И Он правильно восстановил то, как должен выглядеть Бог. So when we grow up as little children, Когда мы растем, когда мы маленькие дети, we look at our parents мы смотрим на наших родителей. and we begin to think that God is like our parents. И мы начинаем думать, что Бог подобен нашим родителям. Because God designed our parents to reveal His image to us. Потому что Бог сотворил родителей, чтобы они открывали Его образ нам. So many times if our parents were angry towards us, И часто, если родители были полны гнева по отношению к нам, we begin to believe that God also is angry towards us. мы начинали верить, что Бог также сердится на нас. And so God has to take us through a process of healing our hearts. И Бог хочет провести нас через процесс исцеления наших сердец. And we have to read the Bible and know what Jesus looks like. И мы должны читать Библию и познавать, что есть, какой Иисус. Because in John 5, Jesus said, I do what I see my Father doing. Потому что в 5 главе Иоанна Иисус сказал: «Я делаю то, что вижу, что Отец мой делает». So everything Jesus did revealed who God the Father is. И так все, что делал Иисус, открывало нам, кто есть Бог Отец. So we want to ask God to show Himself to us as a Father. И мы хотим просить Бога: покажи нам себя как Отца. And we want to break agreement with lies about who we think God is. И нам нужно разрушить это соглашение, ложное соглашение, то, что мы поверили в то, кто есть Бог. And we want to agree with the truth of who God is. И мы должны, в свою очередь, согласиться с истиной в то, что есть Бог. So many times that we have to go through a process of healing and forgiving people who hurt us. Часто для этого нам нужно пройти через процесс исцеления и прощения людей, которые ранили нас. And then reading the Bible and talking to Jesus about who He really is. А затем мы должны читать Библию и говорить с Иисусом о том, кто Он есть на самом деле. So that the image of God is restored in our lives. Чтобы образ Божий был восстановлен в нашей жизни. And we can begin to show God's image to other people. И мы могли начать являть образ Божий другим людям. Does that make sense? Это понятно? Okay. So the second way that I want to talk about being close to God И второй путь, о котором я хотела поговорить с вами, как стать ближе к Богу, is Jesus as a bridegroom. это Иисус как жених. And usually this is easy for women to understand, Обычно это легче женщинам понять, and it's more difficult for men to а understand. мужчинам понять это труднее. But it's true that men are the bride of Christ, Но это правда, что и мужчины — это невеста Христа, and women also are sons of God. а женщины при этом сыны Божьи. We know this, right? Мы это знаем, правильно? Okay. And God wants us to know Him as a bridegroom. И Бог хочет, чтобы мы познавали Его как жениха.
Because when Jesus comes back, he's coming for a bride. Потому что когда Иисус вернется, Он придет за своей невестой. And we are going to have a big party when Jesus comes back. И у нас будет большая вечеринка, большой праздник, когда Иисус вернется. And it's not just any party. И это не просто какая-то вечеринка. It's a wedding. Это свадьба. And we're going to have the best food at that wedding. И у нас будет самая лучшая еда на этой свадьбе. Every time I'm fasting, I'm thinking about the wedding. Каждый раз, когда я пощусь в посте, я думаю об этой свадьбе. Oh God, you're going to have a big party. Боже, ты устроишь огромный праздник. We're going to have the best food in heaven. У нас будет самая лучшая еда на небесах. It's going to be great. Это будет здорово. I can't wait to see you all there. Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя там. It'll be the biggest party ever. Это будет самая большая вечеринка на свете. And I know the Russians will be dancing И я знаю, что русские будут танцевать and drinking chai. и пить чай. And it will be great. И это будет здорово. Yeah? And kvass. И квас. Okay. So, the book of Song of Solomon. Книга «Песни песней Соломона». How many of you have read the book of Song of Solomon? Кто из вас читал книгу «Песни песней Соломона»? Okay. How many of you understand it? Кто из вас понял ее? Okay, less hands. Меньше рук. Many times people read that book and they say, I don't even know if this should be in the Bible. Часто люди читают ее и говорят, я не знаю, надо это в Библии вообще или нет. What does this mean? Что это все значит? But that book is a song. Но эта книга, это песня. And it's not just any song. И это не какая-то любая песня. It's a love song. Это песня любви. Now, this love song was a song between Solomon and his bride. Эта песня любви, это была песня между Соломоном и его невестой. But it's a picture of the song between Jesus and his bride. Но при этом это картина, прообраз песни между Иисусом и его невестой. So very quickly, I'm going to tell you an overview of the Song of Solomon. Very quickly. Я вам вкратце сделаю обзор книги «Песни песней Соломона». So chapters 1 and 2 Первая и вторая глава are when Jesus is drawing his bride to himself. это когда Иисус влечет свою невесту к себе. And he's saying, oh, you're sitting under the apple tree, I'm feeding you fruit. И он говорит, ты сидишь под яблоневым деревом, и я даю тебе фрукты. And my banner over you is love. И знамя мое над тобою любовь. And I'm giving you my love. И я отдаю тебе свою любовь. So this is when the bride falls in love. Это когда невеста влюбляется в него. It's like a young couple when they first fall in love. Это как молодая пара, когда они только влюбляются друг в друга. They don't have a problem in the world. И проблем у них в мире вообще нет. And all they can think about is each other. Все, что они могут думать, это только друг о друге. And then chapters 3 and 4 Затем 3 и 4 глава is when the bridegroom removes his presence for a while. Когда жених на некоторое время уходит, его присутствие уходит. And the bride says in chapter 4, И невеста говорит в 4 главе, I open my heart to you. я открываю свое сердце для тебя. I want to let the north winds come and the south winds come. Пусть приходят северные ветра и южные ветра. And those winds represent times of blessing and times of testing. И эти ветра представляют собой время благословения и время испытания. And so she's saying, I don't only want the first love, Она говорит таким образом, я не хочу только лишь первой любви. but I also want the mature love. Я хочу зрелой любви. Now, how many of you have been married a long time? Кто из вас уже женат или замужем долгое время? Okay. When you've been married a long time, it's not always like the honeymoon. И вы знаете, что когда вы уже замужем долгое время, это не всегда медовый месяц. And it's not always like the first love. И это не всегда как первая любовь. There are times of difficulty. Есть времена трудностей. There are many times where you love each other.
часто бывает, что вы любите друг друга. and many times where you don't want to see that person ever И again. часто бывает, что вы больше не хотите видеть этого человека. And times where you have to fight together. Бывают времена, когда вы должны сражаться вместе. There are times when people get sick in your family. Бывают времена, когда люди больны в вашей семье. Or times when you don't have the right finances. Или времена, когда вам не хватает финансов. And then there are times when there's great blessing. А бывают времена, когда есть великое благословение. And sometimes blessing can even be a trial. И иногда само благословение может быть испытанием. Even if someone suddenly, we've seen this so many times, if someone suddenly wins a lot of money, Мы часто видим такое, что если человек внезапно выигрывает много денег, many times that becomes a great trial for them очень часто это становится большим испытанием для человека. because the money is destructive to them sometimes. Потому что иногда деньги оказываются разрушительными для их жизни. And so throughout the long relationship you have many ups and downs. Через долгую историю взаимоотношений у вас много взлетов и падений. And yet the love matures. Но любовь таким образом становится зрелой. So in chapters 5 and 6 of Song of Solomon, В 5 и 6 главе Песни песней Соломона, this is after the bride the bridegroom has gone away, это после того, как жених ушел, and then he returns, затем он возвращается. and the bride says, I want to go work with you. И невеста говорит: я хочу идти работать с тобой. And she goes to the mountain of myrrh, it's a spice. И она идет на гору мира, да, миры, Yeah. что-то в этом роде. Okay. It goes to a mountain of a certain spice. В общем, она идет на гору, где растет определенная приправа, специи. And this spice is a spice that represents death. Эта приправа такая, которая является прообразом смерти. Because it's the spice that they cover bodies with when they die. Потому что тогда покрывали тела умерших вот этими специями, этим веществом. So she is saying, I'm going to go with you to the mountain of death. Таким образом, она говорит: я пойду за тобой на гору смерти. And it's very similar to when Jesus said, take up your cross and follow me. И это очень похоже на то, что Иисус говорит: возьми крест свой и следуй за мною. Jesus went to the mountain of death. И Иисус пошел на гору смерти. And he wants his bride to be willing to go there with him. И он хочет, чтобы его невеста была готова пойти туда вместе с ним. And then in chapter 6, she talks about going to the valley of nuts, like. И в 6 главе говорится о долине, где растут орехи. And this is where she is gathering the harvest of fruit and nuts. И там они собирают эти орехи, то есть собирают плоды, собирают урожай. So she's working with her husband. То есть она работает вместе со своим мужем. So it's not only that she's in love with him, То есть она не просто влюблена в него, but now she's working with him. но теперь она работает вместе с ним. So it's a mature love, mature И relationship. это есть зрелая любовь, зрелые взаимоотношения. She's not only receiving, but now she's also giving. Она не только принимает, но она также и отдает. And then in chapter 8, Затем в 8 главе he said, the people are singing, люди поют. and they say, who is this coming up from the wilderness? И они говорят: кто это приходит из пустыни? Laying on her beloved, like leaning on her beloved. Близко к своему возлюбленному. And so what they're saying is, this bride is now completely dependent on her husband. Она опирается на своего возлюбленного, то есть полностью зависима от него. She realized she cannot stand on her own, Она поняла, что она не может устоять сама по себе, but she must lean on her bridegroom. но она должна опираться на своего жениха. And so it's the journey of the bride. И это путь невесты. And this is the journey of the church И это путь церкви, that the Lord is taking the church on, по которому Господь проводит свою церковь. and also the journey of Israel. И также путь Израиля.
But what we need to learn is we need to learn to see Jesus as our bridegroom. Но что мы должны научиться? Мы должны научиться видеть Иисуса как своего жениха. Now this does not mean anything romantic at all. И в этом нет ничего романтического совсем. Jesus is not our boyfriend, Иисус это не бойфренд. but we are learning to see Jesus as a husband who's coming for his bride. Но мы учимся видеть Иисуса как мужа, который идет за своей невестой. And when we learn to see that about ourselves, И когда мы научимся понимать это о самих себе, it helps us pray, это поможет нам молиться. because we know that a husband who's in love with his wife, Потому что мы знаем, что муж, который влюблен в свою жену, he wants to give her things. он хочет давать ей что-то. And when she asks for something, he wants to give it to her. И когда она просит чего-то, он хочет дать это ей. And when we go to Jesus, he sees us as his bride that he is so in love with. И когда мы идем к Иисусу, он видит нас как свою невесту, в которую он так влюблен. And he wants to give things to us. И он хочет давать нам то, что мы просим. Okay? Окей. So, and also, Jesus was saying in the Song of Solomon, И Иисус также говорит в песне песней Соломона, that he would put a seal что он положит как печать on the heart and on the arm. на сердце и на руку. And the heart is the revelation of God's love on our hearts. И сердце — это откровение о Божьей любви в наших сердцах. And then this seal on our arm is the work Печать на that we руке do. — это работа, которую мы делаем. So I see it as the first commandment and the second commandment. И я вижу это как первую заповедь и вторую заповедь. That we love the Lord our God with all our hearts. Что мы любим Господа Бога всем своим сердцем. And we love our neighbor as ourselves. И мы любим ближнего как самого себя. And we grow in mature love. И мы возрастаем в зрелой любви. And then constantly the Lord brings us back to the first love. И при этом Бог постоянно возвращает нас к первой любви. The first time he met us. Как в первый раз, когда Он встретил нас. And we know in marriage that is important. И мы знаем, что в браке это очень важно. If the first love never is renewed, then many times it fades away. Если первая любовь никогда не обновляется, то часто она улетучивается. And it makes it difficult to keep the commitment. И тогда очень трудно хранить обещания. So we need the mature love that's tested and tried. Итак, нам нужна зрелая любовь, которая испытывается. But also the first love renewed over and over. Но также и первая любовь, которая обновляется снова и снова. Okay, so very quickly I want to talk about one more way that we see God. И вкратце я расскажу о третьем пути, как мы приближаемся к Богу. And that is God as a friend. И это Бог как наш друг. And Jesus said in John 15, И Иисус сказал в Иоанна 15 главе: I no longer call you servants. «Я уже не называю вас слугами, рабами, but I call you friends. но называю вас друзьями». And Jesus can be our best friend. И Иисус может быть нашим лучшим другом. And when we learn that Jesus is our best friend, we talk to him all the time. И когда мы понимаем, что Иисус — это наш лучший друг, мы можем говорить с Ним все время. And it helps us not to feel alone. И это помогает нам не чувствовать себя одинокими. I think about times when I visited people in the hospital. Я думаю о временах, когда я посещала людей в больнице. And since I'm in ministry, I many times visit people in hospitals who are sick. И так как я в служении, я часто посещаю больных людей в больнице, которые больны. And sometimes I don't know the person. И иногда я не знаю этих людей. But I go to them and pray for them, and I'm with them in the hospital. Но я иду туда, чтобы молиться за них, и я остаюсь там с ними в этой больнице. And sometimes I even go to their homes and help them do practical things. И часто я отправляюсь также к ним домой и помогаю им в каких-то практических вещах. And it's amazing to me how close you become to someone when they're
the hospital. И удивительно, как сильно можно сблизиться с человеком, когда он болен, когда он в больнице. Because I may not know that person at all when I go there, Потому что, когда я только иду туда, возможно, я никогда не видела этого человека. but after that time of visiting them, Но после этого визита, после этого посещения, they consider me one of their closest friends. они считают меня одним из самых близких своих друзей. Because I was there when they needed a friend the most. Потому что я была рядом, когда им больше всего нужен был друг. And it's the same with God. И то же самое с Богом. Sometimes He allows situations in our lives that are difficult. Иногда Он позволяет нам иметь трудные ситуации в нашей жизни. And we say, God, you're a good father. Why are you allowing this in my life? И мы говорим: Бог, ты же добрый отец, почему ты позволяешь, чтобы это происходило в моей жизни? But I know many times when I've had the worst trials, Но я знаю часто, когда у меня были самые худшие испытания, it's when the Lord becomes my best friend. именно тогда Господь становился моим самым лучшим другом. Because I may feel completely alone, Потому что я, возможно, чувствую себя совершенно одинокой. but suddenly God is near to me. Но внезапно Бог оказывался рядом со мной. And I began to talk to Him И я начинала говорить с Ним, and tell Him my heart. говорить о том, что у меня в сердце. And it begins to bring me back to Him again. И это возвращало меня к Нему снова. About a year and a half ago, or Примерно. almost 2 years ago, 1,5 или почти 2 года назад I had an injury to my spine. я повредила спину. And one of my vertebrae came out of my spine. И один из позвонков как бы выступил наружу из позвоночника. And I was in so much pain. И мне было очень больно. And for about 6 months, I laid on my bed almost every day. Примерно 6 месяцев мне приходилось проводить очень много времени в кровати. There were many times where I could not walk. Я часто не могла ходить вообще. And I had friends come during that time. И друзья приходили ко мне в это время. And they did my laundry, they cooked for me. Они стирали мне, готовили, They washed my dishes and swept Они my floor. мыли посуду мне и подметали пол. I couldn't do any of those things. Я ничего из этого делать не могла. And a few times I laid down on the floor and could not get up again, И could not иногда stand. получалось, что я падала на пол и не могла встать. And my friends came and picked me up off the floor. И тогда мои друзья приходили и поднимали меня с пола. And I was so thankful for friends during that time. И я была так благодарна за друзей в то время. But sometimes when I was laying there, no one was around. Но бывало, что я лежала, и никого не было рядом. They were working or they were somewhere. Они работали или еще куда-то уходили. And during that time, I felt alone. И в это время я чувствовала одиночество. But I began to tell my heart to God Но я тогда начинала изливать свое сердце Богу. and realized that He was there right beside me. И я осознавала, что Он был рядом со мной. And once again, He became my best friend. И снова Он становился моим лучшим другом. And God will be with you in any circumstance. Бог будет рядом с вами в любых обстоятельствах. And He will become close to you. Он станет близок к вам. He wants to know how you feel. Он хочет знать, как вы себя чувствуете. He wants to know what's on your heart. Он хочет знать, что у вас в сердце. So these are different ways God reveals Himself to us. Это различные пути, как Бог открывает себя для нас. And we're going to go into a time of prayer for a little while. И сейчас некоторое время мы будем молиться. And maybe the worship team can come back up. И пусть приходит команда поклонения. But God does not only want us to work for Him. Бог не только хочет, чтобы мы работали для Него. He wants us to know Him. Он хочет, чтобы мы познавали Его. And as I'm teaching prophecy and healing И and когда я worship, учу вас о пророчестве, об исцелении, о поклонении, I want you to keep all of these things about God in front of you. я хочу, чтобы вы хорошо помнили о том, что Бог стоит перед вами.
Because when we know God as a Father, Потому что когда мы знаем Бога как Отца, we begin to see ourselves the way God sees us. мы начинаем видеть себя так, как Бог видит нас. And we can see other people the way God sees Мы them. можем видеть других людей так, как Бог видит их. When we see God as our bridegroom, Когда мы видим Бога как своего жениха, we begin to realize that He will give us anything we ask for. мы начинаем понимать, что Он даст нам все, что мы просим у Него. And when we see God as our friend, И когда мы видим Бога как друга, we begin to realize that He will never leave us. мы начинаем осознавать, что Он никогда не покинет нас. That He's there no matter the trial or circumstance. Что Он будет рядом, неважно, какие испытания и обстоятельства. And when we begin to see God like this, it changes our lives. Когда мы начинаем видеть Бога таким образом, это изменит нашу жизнь. We're not just working for Him. Мы уже не работаем на Него. We're in love with Him. Мы влюблены в Него. He's our best friend. Он наш лучший друг. It changes the way we do everything. И это изменит то, как вы делаете все. So let's stand. Давайте встанем сейчас. And during this time, I don't want you to pray out loud. И сейчас я не хочу, чтобы вы громко молились. I want you to just put your hands in front of you, Я хочу, чтобы вы поставили руки перед собой, like you're receiving a gift. как будто вы принимаете дар. And talk with God Чтобы вы говорили с Богом in your heart. в своем сердце. Maybe you want to know God as a father. Может быть, вы хотите познать Бога как Отца. Ask Him, Lord, reveal yourself to me as a father. Попросите Его: Господь, открой мне Тебя как Отца. Maybe right now you need to know Jesus as your bridegroom. Может быть, сейчас вам нужно познать Иисуса как жениха. Maybe you need to come back to your first love again. Может быть, вам снова нужно вернуться к своей первой любви. To fall in love with Him all over again. Снова влюбиться в Него. Where you know His love for you. Когда вы знаете Его любовь к вам. And you're filled with your love for Him. Когда вы наполнены любовью к Нему. Romans 5:5 says that the love of God is poured into our hearts. Римлянам 5:5 говорит, что любовь Божья излилась в сердца наши. That hope would not disappoint. Что надежда не постыжает. And maybe you need to know God as your friend. Может быть, вам нужно познать Бога как друга. You're going through trials Когда вы проходите через испытания, and you feel alone. и вы чувствуете одиночество, Ask Him, show me yourself as a friend. попросите Его: покажи мне себя как друга. So we're just going to take a few minutes in worship, И мы проведем эти несколько минут в поклонении. and then after we'll invite certain people down for prayer. После этого мы пригласим некоторых людей для молитвы. But right now, just receive from God. Но сейчас просто принимайте от Бога. So Lord, I ask that you would release your love, Господь, я прошу, чтобы Ты высвобождал свою любовь, that we would know your love чтобы мы познавали Твою любовь as a father, как Отца, as a bridegroom, как жениха, as a friend. как друга. We want to know your nearness. Мы хотим знать Твою близость. Pour your love into our hearts right now, Jesus. Излей Твою любовь в наши сердца сейчас, Иисус.
Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Господь, мы хотим видеть Тебя. We want to see how beautiful you are. Мы хотим видеть, какой Ты прекрасный. Show us your face, Jesus. Покажи нам лицо Твое, Иисус. Let us fall in love with you again. Позволь нам снова влюбиться в Тебя.
Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты, прекрасен Ты, прекрасен Ты. Вижу Тебя, прекрасен Ты. So now I want to invite certain people to the front to receive prayer. Сейчас я хочу пригласить некоторых людей вперед для молитвы. If tonight you feel like I need a touch from God now more than ever, Если сегодня ты чувствуешь, что мне нужно прикосновение от Бога больше, чем когда-либо, there's circumstances in my life that I really need to hear from God. I really need a touch. что в моей жизни сейчас такие обстоятельства, что мне очень нужно услышать от Бога, очень нужно Его прикосновение. You can just line up in the front or down the side, Пожалуйста, вставайте здесь, and we're going to go back into worship. и мы будем продолжать поклоняться Ему. And the rest of you continue receiving from God. И все продолжайте получать от Бога. Continue.